Знаете ли вы, что большинство современных вирусов даже не пытаются пробить ваш антивирус напрямую? Им это не нужно. Хакеры используют так называемые живущие в системе инструменты, стандартные утилиты Windows, которые антивирусы обычно не трогают, потому что доверяют им по умолчанию. Вредоносный JS-скрипт, замаскированный под документ, или VBS-файлы из писем, они запускают USRIPT или CA-скрипт, которые тихо скачивают основное тело вируса в память. Ваш антивирус молчит, система считает, что это легитимная работа Windows. Сегодня мы сделаем вашу систему неприступной, закрыв эти черные ходы с помощью Huraung Internet Security. Почему я использую именно Huraung? Потому что это не просто антивирус с базой данных. Это мощный инструмент с продвинутым HIPS, который позволяет мне внедрить политику Default Deny, то есть запретить системе делать то, что ей не положено по определению. В отличие от популярных решений, Huraung не ест ресурсы компьютера и не следит за вами. А благодаря моему видео, где показал интерфейс на русском языке, настроить этот Hardened Stack может каждый, у кого есть хотя бы минимальный опыт администрирования. Переходим к делу. Нам нужно отсечь возможность выполнения сценариев, которые могут стать началом атаки. Открываем Huraung, жмем на шестеренку и переходим к модулю HIPS. Выбираем пользовательские настройки, Custom Rules и нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся окне в поле Name задаем название правила «Запретить дочерние процессы из исполняемых файлов сценариев USRIPT». В строке программ удаляем звездочку и жмем кнопку Select и находим наш .exe файл USRIPT. Далее. Нажимаем на Add Target и в выпадающем меню выбираем Execution Rules – правила исполнения. Выставляем в полях везде звездочки. Теперь можно сохранить. Жмем ОК. Теперь выбираем Deny – запретить и снова нажимаем ОК. Файл USRIPT находится и в другой папке. Поэтому процедуру повторяем, только название правила немного меняем. Когда добавили правило, можно и проверить его работоспособность. Для этого давайте создадим простой скрипт и запустим его. Для начала включим расширение файлов. Я это сделаю в Windows 10. Жмем сочетание клавиш Win плюс I. Переходим во вкладку «Вид» и ставим галочку напротив «Расширение имен файлов». Теперь вернемся к нашему скрипту. Создадим текстовый файл с расширением VBS и напишем в нем одну строку, которая отображается на экране. Этот скрипт просто запускает блокнот в фоновом режиме. Он не опасен, но является дочерним процессом от USRIPT.
Следующим шагом запустим этот скрипт. Нажимаем сочетание клавиш Win плюс R. Вписываем CMD и жмем Enter. Вставляем строку, которую видите на экране, и жмем Enter. Если правило работает, то ничего не произойдет, блокнот не откроется. Вы видите уведомление о блокировке. В журнале Huraung также появится запись о срабатывании правила. Теперь сделаем правило и для C-Script. Сделаем тест и для нового правила. Нажимаем сочетание клавиш Win плюс R. Вписываем CMD и жмем Enter. Вставляем строку, которую видите на экране, и жмем Enter. Если правило работает, то ничего не произойдет, блокнот не откроется. Вы видите уведомление о блокировке. В журнале Huraung также появится запись о срабатывании правила. Если блокировки не произошло, правило отключено, необходимо проверить статус. Убедитесь, что в настройках Huraung включен сам модуль HIPS. Если есть другое правило с более высоким приоритетом, которое разрешает это действие, оно может переопределить ваше правило. Проверьте, нет ли других пользовательских правил. Если вы ранее уже запускали этот скрипт и разрешили его, Huraung мог запомнить решение. Чтобы это проверить, очистите кэш вердиктов для HIPS правил. Удалите записи, касающиеся USSRIPT и C-Script.
Эти правила представляют собой часть жесткой конфигурации. Если у вас возникают проблемы с какими-то программами после включения этих правил, то можно добавить конкретные исключения по пути родительского процесса. Или перевести в режим запроса Ask на первое время тестирования. А на сегодня все. До новых встреч!